Всем привет! Вот краткий бесполезный обзор оружия японцев Тихоокеанской компании. Никаких скучных цифр и нудных исторических справок. Только никому не нужное мнение криворукого меня, зато честное. Ну что ж, понеслись в мир всратого оружия. Тип 38 Арисака карабин. Базовая палка-стрелялка. Самая обычная болтовка. Стреляет, убивает, прицел открытый и вполне удобный. Винтовка свою работу выполняет отлично. Что еще для счастья надо? Ах да, штык, конечно же. Тип 38 Арисака. Винтовка. Полноценная версия Арисаки. По характеристикам чуть лучше карабина, но в бою разница вообще незаметна. Я вот только спустя пару часов понял, что это оказывается две разные винтовки. К слову, и вы, наверное, не заметили, что я показываю карабин. В любом случае, главное, что есть штык. Тип 97 снайперская винтовка. Начальная палка-стрелялка с лупой. Угол обзора маленький, а кратность прицела всего 2,5. Ничего особенного. Даже штыка нет. С1-100. МП-34, затесавшийся в ряды японского вооружения. Удобный открытый прицел, но низкая скорострельность и урон такой, что стреляет будто горохом. Пока пытаешься убить противника в спину, любой бот с разворота ломает тебе кабину. Но кого это волнует, когда есть что? Правильно, штык. Тип И, винтовка. Хоть я и зарекся не прибегать к историческим справкам, но тут, чтобы все сразу стало понятно, стоит сказать, что эта винтовка была позаимствована у итальянцев. По характеристикам даже хуже стоковой болтовки, а мушка размером с комариный хер. Не успеваешь ее разглядеть, как приходит время разглядывать вражескую пулю. В общем, мусор, смысл существования которого под большим вопросом. Ну, хотя бы штык есть. Тип 97 противотанковая винтовка. Чудовище калибром 20 мм и весом за 50 кг. Японские бронебойщики в игре явно какие-то киборги. Прекрасно лопает самолетики и отлично справляется с бронетехникой, потому что вся бронетехника в Тихоокеанской компании из картона. Ну, когда дело не доходит до чудесного, годиновского рандома пробития брони без урона. По удобству сказать нечего, так как пока в игре для нее используется модель советского ПТРС. Ну, один минус. Штыка, конечно же, нет. Пистолет-пулемет тип 100, ранняя версия. Практически полная копия С1-100 по характеристикам, отличия несущественные. Но вот по удобству явно проигрывает первому. Закрытый целик и дульная вспышка почти полностью закрывают цель на дистанции больше 20 метров. Хотя зачем стрелять в такую даль, когда есть штык, правда? Рубрика «Небольшой бонус». Палка-самоубивалка, противотанковая мина на палочке. Взорвать танк – нет. Красиво убиться об него – определенно. Метать, к слову, нельзя, не по-камикадзовски это как-то. Штыка, кстати, тоже нет. Тип 11 пулемет. Чудовище японского оружейного дела. Пулемет на пол экрана, неудобный прицел, низкая скорострельность, убогая кучность, нулевая мобильность. Абсолютно непонятно, зачем она вообще существует. Неудобный во всем. Зато есть прелестная ложечка, которой, наверное, можно кушать мисо-суп в перерывах между бонзаями. А лучше была бы вилочка, которую можно было бы прикрутить как штык. Тип 89 миномет. Типичный миномет. Сел, стреляешь, забрасываешь противника картошкой на удачу. Увлекательнейший геймплей во всей красе. Сидишь и держишься за свою трубу в разных декорациях. Могли бы хоть штык прикрутить, что ли. Самозарядная винтовка Хэй. Весьма сомнительная самозарядная винтовка. Очень удобный прицел, от которого немного толку из-за низкой точности. А урона иногда не хватает, чтобы нокнуть противника. Еще и магазин всего 5 патронов. Все кроме последнего, конечно, исправляется прокачка оружия, и винтовка даже становится вполне играбельной, но в стоке чаще думаешь, почему я взял это, а не болтовку. Ну и без комментариев, сами все знаете. Тип 95 Сингунто. Палка-рубалка. Уникальное оружие ближнего боя, но годится разве что как последнее средство, оружие для веселья или показательной казни соперника. Ведь пока есть боты, которые с разворота ломают тебе кабину, влететь в толпу и покрошить всех винегрет не выйдет.
Штыка, кстати, нет. А, погодите. Это же есть гигантский штык. Тип 99, винтовка, поздняя версия. Очередная бесполезная болтовка с низкой скорострельностью и конской отдачей. Характеристики даже хуже стоковой палки-стрелялки. Удобство использования в бою также под вопросом. Смысла ее использовать нет никакого. Ну, разве что из-за штыка. Наконец-то. Многоствольный пулемет. А нет, обманул, всего лишь швабра со стаканом. Тип 93, огнемет. Стандартный огнемет первого тира, невысокая дальнобойность, средний боезапас. Отличное средство, чтобы устроить филиал ада в отдельно взятом домике или на точке. Главное, успеть до нее добежать и не сдохнуть по пути. МП-28. Очередной не японский пистолет-пулемет, а поэтому хороший. По удобству и характеристикам почти тот же S1-100, кроме одной маленькой детали. Или наоборот, не маленькой. Магазин на 50 патронов. Теперь можно щекотать противника горохом почти в 2 раза дольше. Тип 38, винтовка с гранатометом. Стандартная рисака, к которой можно присобачить гранатомет. А вот штык из-за этого отпилили. Тип 99, снайперская винтовка. Очередная ничем не примечательная болтовка с лупой. Характеристиками почти ничем не отличается от стартовой снайперки, кроме урона, которого в принципе и так всегда хватает на дистанциях до 300 метров. Прицел также 2,5-кратный. Тип 97, пулемет. Пулемет с прикрученной искусственной вагиной. Магазин всего 20 патронов, громоздкий, маломобильный, механический прицел неудобен. Зато оптика делает из него неплохую автоматическую снайперскую винтовку. Собственно, только так его использовать и приходится. Побежали как тараканы из-под плинтуса. Штык не прикрутили, но и без него можно показать неплохое кунг-фу. Тип 5, гранатомет. Труба. Просто труба. Нет, я серьезно, к ней даже забыли прикрутить какие-либо прицельные приспособления. Куда шмалять? Вон туда куда-то в ту сторону. Еще и навесом. А вдруг попадешь? Но если привыкнуть, можно творить чудеса. Лопает технику на ура. А благодаря навесу можно стрелять из-за укрытий. Винтовка Отсу. Очередная самозарядная винтовка с магазином на 5 патронов, но в отличие от винтовки Хэй, у Отсу намного выше скорострельность и скорость перезарядки. По удобству в бою также все хорошо. Прицел хоть и более закрытый, но вполне удобный. Минусы почти те же, что и у винтовки Хэй. Ну и... Можно? Я уже давно ничего не говорил про штык, я так больше не могу. Да, он здесь есть. Фух, сразу как-то легче стало. Тип 100, огнемет. Обыкновенный огнемет второго тира, как в любой другой компании. В отличие от первого, дальнобойность почти в 2 раза выше, которой хватает, чтобы превратить противника в шашлык в большинстве ситуаций и не сдохнуть по пути на место проведения фаер-шоу. Но с другой стороны, бак поменьше. Хватает всего на 10 секунд. Но их вполне хватает, чтобы устроить концерт Рамштайн. Пистолет-пулемет тип 2А. Погодите-ка, что-то оно как-то нездорово выглядит. А если вот так? Оп, я починил. Пистолет-пулемет полнейшего разочарования. Интересно выглядит, но на деле даже хуже начальных ПП. Неприятная горизонтальная отдача, которая резко бросает прицел в сторону. Не самый удобный прицел, напоминающий прицел американского М3 Гризган. Сильная дульная вспышка, которая закрывает и без того небольшой обзор в прицеле. Да и кучность так себе.
В общем, стрелять нормально возможно только от бедра и в режиме медленного автоматического огня. Еще и штыка нет. Тип 96 пулемет. Да, все же пулеметы явно не сильная сторона японских оружейников. Очередное всратое чудовище, прицельной стрельбе из которого мешает прицел. Я серьезно. При стрельбе он скачет, постоянно закрывая обзор. Причем на модели оружия виден оптический прицел, но использовать его нельзя, возможно баг. Если вы думали, что бренд неудачный пулемет, то тип 96 передает вам привет. Единственный плюс этого пулемета это... Ну, вы сами, конечно же, догадались. Ну а на этом мой всратый обзор всратого оружия подошел к концу. Ставь штык, если видео понравилось.